Привет, 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 песеры, с вами Морж, 27 марта у нас на календаре, понедельник, март почти подошел к концу, а значит что? А значит, все с грустными лицами сегодня пошли, кто на работу, кто на учебу, но ничего, пятница не за горами. Ну и само собой у нас обновление небольшое, собственно, в нашем eFootball. Появляются у нас соревнования Мексиканской лиги, я же не ошибаюсь, это же вроде Мексика. Как обычно проходим, получаем 60 тысяч ГП и появляется у нас третий раунд соревнований. Если честно, я вот посмотрел на эти все награды и такой, ребят, покажите мне человека, который будет проходить пятое испытание. Нужно из 5 матчей выиграть 4, и за все это тебе дадут 500 ошеломительных ебалов, за которые в нашей игре не купить ничего. Ужас, конечно же ужас, я даже в это соревнование ссылаться не буду. Простите, но мои нервы дороже. Ну и селекцию нам сегодня, к сожалению, не завезли, а могли бы какого-нибудь клуба, почему бы и нет, но при этом завезли, собственно, пак партнеров, вторая версия, да, у нас уже была первая с другими игроками, ну и давайте смотреть, кого отсюда можно поймать. Чем мне нравится этот пак, что 16 игроков и выкрутить можно всех, если у тебя достаточно золота. Значит, Казимира советую всем, если у вас нет хорошего опорника, Казимира любая карточка топчик, реально в этой части он просто... умничка и молодец. Барелья, либо Барелла, как правильно читать, я не знаю. Очень универсальный центральный полузащитник, очень приятный на поле, тоже советую. Мне же конкретно нужен Горецко. Во-первых, обожал я его во всех частях. И Гнабри под мою Баварию. На этом аккаунте я собираю Баварию, и обе эти карточки, собственно, заменят обычных игроков. Также крайне неплохой Джезус, хотя вы могли взять Джезуса за номинальные контракты, который сын Таноса. Ну и Зинченко, мне как поклоннику Арсенала, и как украинцу, собственно, тоже может быть интересен. Также всем рекомендую Пеллегрини, отличный стиль, отличный игрок, хорошие статы, там все просто у него замечательно. Жалко, что Дзаньоло ушел из Ромы, очень хотелось бы его увидеть в таком подобном паке, и, собственно... Было бы круто, вы знаете, физика в нашей игре не влияет на рейтинг, но при этом очень сильно решает. Ладно, идем за Горецкой и Гнабри, я думаю, мы их сегодня выкрутим, тем более, да, выкрутить можно всех. Напоминаю, что если тебе нужен донат на мобилочку с российских карт, пишешь мне в личку в Телеграме, ссылки в описании, закрепленном комментарии, я тебе с этим могу помочь. Там же ссылки на мой канал с новостями. Там же ссылки на чат, ребята, где можно пообщаться с единомышленниками, поиграть в матчи, обсудить игроков. Главное, читайте правила, не нарушайте, чтобы вас не забанили. Уважайте себя и уважайте других. И, собственно, другие вас тоже будут уважать. Ладно, пока что 2 пака у нас открывается. Третий сейчас на данный момент. И ничего из нужного мне особо не выпало. Будет у нас еще третий выпуск этих же клубов. Не игроков, а клубов, конечно же. И там тоже можно будет пополнить составы своих команд. Не совсем я понимаю, почему Konami выбрала именно эти клубы. Да, они партнеры, но кроме этих партнеров есть как бы еще другие партнеры. Потому что Konami подписала партнерский договор с Наполи, у Konami партнерский договор с Лацио, у Konami партнерский договор с Аталантой, если я не ошибаюсь. Ну и многие другие клубы тоже есть партнерки, но почему-то они их не представляют. Хотя, может быть, это такой хитроумный план, сейчас будут эти 8 клубов, а потом будут какие-нибудь партнерки из других 8 клубов. Вполне возможно, от Konami такого можно ожидать. Английская лига, к сожалению, мне нужны игроки без лиги. Хотелось бы, но мне выпадает Джезус. У меня есть Джезус, более сильная карта, который сын Таноса, ну вы помните, да? С фиолетовой мордой, который был за номинальные контракты. Ладно, для золота все еще хватает, поэтому все равно выкрутим мы всех. Просто не хотелось бы тратить на это достаточно много голдишки. Остальные игроки, к сожалению, мне здесь просто ни к селу, ни к городу. Ага, вот первый баварец мне выпадает, никакой лиги мне не показывает. А значит, это кто? Это Горецко мне выпадает. Потрясающий игрок, реально, в каждой части нашей игры. И опять же, тут зарешивает физика. Он высокий и сильный. Поэтому крутейший центральный полузащитник во всех, в принципе, частях PES, ну, сейчас на данный момент уже eFootball, я его юзал и всегда оставался доволен. Ладно, 6 игроков, пока что только Горецко, а нам еще нужен Гнабри. Я надеюсь, на самом деле, он мне и выпадет. Ну и само собой, хотелось мне больше бы, на самом деле, игроков Баварии
видеть в нашей игре, чаще видеть в команде недели и чаще видеть, главное, со сменой позиций. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Когда игроку меняют позицию, там действительно такие бусты иногда получаются, что просто охренеешь. Ну и, в принципе, да, в ближайшее время можно будет ждать. Понятно, что в этот четверг у нас, скорее всего, будут сборные по эпикам. Скорее всего, это будет сборная Италии, ну, процентов на 99, я уверен. И в этой сборной Италии будет Big Time Канавара, Пирло и Франческо Тотти. А после этого уже снова мы вернемся к клубам. И тоже можно относительно в ближайшее время ждать эпика в Баварии с бигтаймом, которого половина людей вообще не знает. Я кому не скидывал, мне все задавали вопрос, это кто вообще? Вот, ну ладно, поддержу интригу, так сказать, хотя, с другой стороны, вы можете зайти на eHub и сами все посмотреть. В общем, будем ждать, конечно же, эпиков Баварии. Огромное количество игроков, потрясающих за них, играло в свое время, поэтому есть куда разгуляться, так сказать. А у меня 6 игроков остается, и Гнабри пока что ко мне не пришел. Ну, уже 5, считая вот того, который выпадет сейчас. Давайте смотреть, может быть, не дадите мне какую-нибудь лигу? Нет, дает мне английскую лигу. Значит, это не Гнабри, к сожалению. Кто это? Кто это? Кто это? 18 номер. Казимирыч выпадает мне. Тоже реально, ребят, всем рекомендую. Да, у него не слишком хорошая скорость ускорения этот, но при этом максимально крутейший опорник. Вот действительно максимально крутейший опорник. Если у вас нет надежного, хорошего игрока центра поля, направленного на защиту, обязательно берите Казимира, вы не разочаруетесь. А вот и Гнабри. Ну что ж, достаточно много все равно пришлось скрутить, тем не менее, люблю я эти паки за то, что можно забрать всех. Вот такой вот афро у него, и в мой состав Баварии он залетит особо без проблем. Но опять же, по Баварии хотелось бы хорошего центрального нападающего на самом-то деле, потому что Шупа-Мотин, к сожалению, ну, не является игроком у нас экстра-класса. Я использую на данный момент Мане, по-моему. Ну, сейчас глянем в схеме у меня, кто там стоит. Остальных игроков, в принципе, можно было бы докрутить, но мне они особо не нужны, поэтому 400 золота, так сказать, сэкономим на что-то более полезное. Так, открываем план игры. Вот она, моя Бавария. Как видите, на центральном нападающем у меня стоит Мане. Вот дико, блин, хочется его карточку от какой-нибудь команды недели с позиции центральной нападающей. Было бы просто здорово. Ну и становится сюда Горецко и Гнабри. Вот такая Бавария у меня получается. Эх, Мане. Надеюсь, когда-нибудь я дожду свою карточку реально с позиции центральной нападающей. Пиши, открывал ли ты эти паки, кого наловил, с удовольствием тебя поздравлю, если тебе повезло. На этом прощаюсь, ребят. Как всегда, Морж, как всегда, пока. Пока.